Меня зовут Катарина. Добро пожаловать на мой канал. Многие ошибочно думают, что создать картину или панно своими руками невозможно, если нет каких-либо художественных навыков. Сегодня я покажу вам, как создать декоративное панно из плиток самостоятельно, а также покажу мастер-класс на примере одной из плиток, как я их декорирую. Если вам это интересно, продолжайте смотреть это видео, оставайтесь со мной. Итак, я загрунтовала плитку акриловым грунтом и покрыла меловой краской в цвете Ниагарский водопад. Краска быстро очень высохла, буквально минут 15. Что мы делаем? Мы берем трафарет и кладем его на плитку таким образом, как мы хотим, чтобы располагался наш рисуночек. Аккуратненько. Мы берем мастихин и густую рельефную пасту. У меня это вот такая паста от Таир. Она грубая, довольно-таки густая. Мы набираем небольшое количество на мастихин и начинаем распределять вот таким вот образом. Сейчас объясню, почему нужна именно густая паста. Можно, конечно, использовать более жидкие пасты, но в нашем случае подойдет густая паста. Почему? Мы будем следующим этапом наносить прямо поверх этой пасты акриловую или меловые краски. Тоже можно любые. Если сама по себе паста будет достаточно жидкой, она еще более жидкой текстурой, краской перемешается, и таким образом они начнут, эта жидкость начнет затекать в трафарет. Нам этого точно не нужно. Мы хотим, чтобы рисунок у нас был максимально ровным, четким, и ничего никуда не затекало. Нужно небольшое количество нанести пасты. Такими движениями распределяем. Я думаю, достаточно. Берем краски, акриловые либо меловые, тех оттенков цветов, которые вы уже выбрали. Мы с вами договаривались, что мы выбираем от 3 до 5 оттенков. Один у нас базовый. И вот я ищу 3 оттенка. Такой яркий бирюзовый, розовый и бронзовый. Он немножечко такой металлик. Для каждой краски нам понадобится своя кисть. Что мы делаем? Обмакиваем кисть в краску, небольшое количество. И прям вот так вот поверх трафарета, не снимая его, и поверх пасты, мы наносим эту краску. Наносим хаотичными движениями, не думаем, как наносим. Никакого рисунка какого-то специального мы здесь не создаем. Просто наносим. Берем следующий оттенок, бирюзовый. Ну и вот так вот тоже. Слегка. На кисточку не надавливаем, как бы немножечко так скользим. Я считаю, что мне бирюзового оттенка достаточно, он очень яркий. И последний бронзовый металлический оттенок, очень красивый. И вот тоже вот в свободные места еще так чуть-чуть слегка наносим. Пока выглядит не очень многообещающе, но на самом деле сейчас мы с вами все это дело приведем в порядок. Ну, я думаю, достаточно. Дальше мы берем все тот же мастихин, излишки краски. Ой, пасту мы убираем. Пасту закрываем, чтобы она не сохла. И мастихином легкими поглаживающими движениями начинаем смешивать слегка цвета на нашей плитке, чтобы были более плавные переходы между цветом. Не стремимся прям так вот уж все смешать, просто слегка
такую вот грязь создаем, скажем так. Ну все, я считаю, достаточно. Теперь мы аккуратненько движением вот таким вот вверх, только вверх, тянем за собою трафарет. Он уже довольно быстро застывает и не хочет сниматься. Посмотрите, какая красота у нас получается. Сейчас я так аккуратненько возьму. Вот, излишки мы убираем пасты. Можно сделать это мастихином, но я его уже поставила в воду, чтобы он не застывал. Посмотрите, какая красота у нас с вами получается. Это очень простая техника, но получается вот такой вот изумительный результат. Теперь нам нужно дождаться, когда плитка полностью высохнет, и приступать к дальнейшим действиям. После того, как плиточка полностью просохнет, паста, нам нужно будет защитить ее акриловым лаком. Я вот на примере вот этой плитки покажу разницу. После нанесения лака она становится ярче и слегка вот так вот поблескивает. Все матово, поблескивает только металлик бронзовый. А здесь вся плитка у нас немножечко сияет. Сияние деликатное, нет уж очень сильного какого-то глянца. Это лак от Таир глянцевый. Он самораспределяющийся, мне нравится. Я использую различные лаки, в том числе и этот. Вот так. Покрывать лаком не буду плитку, это уж очень такое действие элементарное, думаю, каждый с этим справится. Чистой, сухой, синтетической кистью в 2 слоя наносим акриловый лак. Вот что у нас с вами получилось. Если интересно, я покажу и другие техники декорирования плиток из этого панно. В качестве основания для таких панно я обычно использую ДВП. Приклеиваю плитки на обычный клей для дерева. Можно также сделать панно в раме, можно оставить без, это на ваше усмотрение. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчик вверх и поддержите меня в комментариях. Спасибо за просмотр.